Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. Так, ну что, поработаем сегодня на колоде, который называется Mind's Eye Tarot. Я на этой колоде уже работала. Я так понимаю, что она вам очень нравится. А раз она вам очень нравится, будем продолжать на ней работу. Я сначала вообще как-то не сильно-то обратила внимание на эту колоду, а потом оказалось вообще, что она очень даже неплохая в различных, знаете, раскладах. Ну, в принципе, как бы я в отношениях ее не очень люблю, она такая прям типовая. А что касается что-то покопаться, саморазвития, она у нас очень здорово отвечает на наши вопросы. Ну что, давайте поговорим, знаете, о чем? Да, конечно, вы не знаете, потому что, собственно, расклад так и называется, да, то, о чем ты не догадываешься. Вот так вот я каламбурю вам в начале года. Я надеюсь, что все уже включились в рабочие режимы после праздников. И это означает, что с удовольствием меня послушаете, потому что у меня бывает такое, что я действительно могу немножко душнить. Да, ну вот, например, как бы в своих вот проектах я все-таки хочу, чтобы люди там писали отчеты, как вот, например, в манифесте, да, я выпустила 5 главу, и я так просто кайфанула вообще просто от самого процесса. Я думаю, ну почему я не могу на эту тему книги писать? Понятно, что ссылаться там на источники, да, которые там не мне принадлежат, соответственно, да, но при этом я этим источникам авторитетно доверяю. Думаю, почему я не могу об этом писать? Хотя, наверное, могу, может быть, это какие-то внутренние ограничения. Ну, в общем, я зашла, значит, в свой чат магический, всех задолбала там, всех. Вы же посмотрели 5 главу? Да, потому что я иногда там даю вещи вообще на грани фола. Абсолютно. Вы знаете, да, что я люблю в такое поиграть, но я всегда держу грань, потому что, во-первых, у меня есть уважение к людям, я обожаю и уважаю свою аудиторию, потому что по большей части мы же с вами на одной волне. Я никогда не буду с вами шутить так, как я бы сама для себя посчитала это обидным, нарушением границ, там, каким-то токсом. Знаете, мне хватило этого в жизни, я очень долгое время из этого выплывала и вылезала, поэтому я в своем пространстве этого не хочу. Да, но иногда я читаю в комментариях, что вам почему-то кажется, что я хочу вас жестко препарировать или давать вам какие-то волшебные пендали или еще что-то. То есть вам кажется, что я получаю от этого удовольствие. Но может быть это про то, что когда-то в детстве, когда вы не слушали маму и папу, и вам реально помогали эти волшебные пендали, но и с тех пор, соответственно, формируется, да, такая у нас сцепка в нашем головном мозгу, да, в нашем разуме, в нашей нейронной связи, как хотите, так и называйте, сознание бессознательное, да, когда мы можем оценить действенность помощи, да, если мы немножко за нее пострадали, да, то есть нам пендаль отвесили. Знаете, как это родители говорили вообще, что тебе пока 25 раз не скажешь, ты там не отдуплишься, да, к примеру. Ну вот, и может быть вы правда видите во мне какую-нибудь, это, знаете, замещающую роль вашей маман или кто вас воспитывал, бабушки, потому что очень часто пишите в комментариях «спасибо за волшебный пендаль». Вот. А я вот когда отслеживаю, я думаю, ну если вот меня как-то волшебно пинали бы, я вообще мало кому разрешаю это делать, только очень-очень близким людям, и то, знаете, я миллион раз обижусь. Да, потому что я считаю, что это все-таки немножко какая-то токсичная история. И, короче, вроде как начала с этого, да, с манифеста, рассказываю вам, собственно, про то, что я не хочу никакого токса в своем пространстве. И я знаю на самом деле, что тарологи, ну, вот мои коллеги, да, которые про меня рассказывают, да, говорят о том, что, может быть, у меня бывает на канале достаточно жестко, или ой, там нейроведьма типа в токс, короче, скатилась. Но если такое бывает, я всегда предупреждаю об этом. То есть я могу сказать, ребята, у меня не очень хорошее настроение сейчас, да. Или, например, я рассматриваю какую-то позицию, я же чувствую вот это сопротивление, я чувствую, ну, смотрите, бывает такое, что ты просто уже расследуешь, да, как тот Эркюль Пуаро, да, ситуацию психологического характера, и потом ты понимаешь, что вот, сейчас пойдут как бы те карты, и когда я пойму, что человек осознал вообще все. Комбо, все, бинго, да, вишенка на тортике, словила, короче, свой этот экстаз, адреналин. И смотрю, это все рассыпается в 5 пентаклей, 4 чаш, и я такая, блин, ну все, да, то есть, ну, это же ответственно, ты же понимаешь, что ты не дожал.
Вот видите, это как-то, мне кажется, что, конечно, Таро больше сакральности, нежели психологии, потому что если бы я с психологической точки зрения, вот, например, делилась бы там с коллегами своими, я рассказывала о том, что я на картах вижу, да, что человек что-то недопонимает, и меня это начинает там раздражать. Я говорю, как ты на картах можешь видеть? Ты же там что-то объективизируешь, там еще там что-то, да? То есть, а нам это допустительно, да, нам это допустительно, потому что у нас как бы у тарологов, ведьм, как-то, знаете, больше привилегий все же покопаться в эмоциях. Может быть, конечно, это тоже натяжение совы на глобус, но бывает такое, что одна консультация, допустим, у таролога, астролога, помогающего практика заменяет там 10 у психолога. При этом как бы я не отрицаю нужность и важность, вообще считаю, что помогающие практики обязательно должны разбираться, да, в причинно-следственных связях и психологических, и нейрофизиологии, как работают гормоны там, понимаете? Потому что бывает такое, что у женщины просто проблемы щитовидка, а ей кажется, что не порча, да, ну то есть, и, соответственно, она там зашла в знающие источники, да, какие-нибудь домовые чатики, пожаловалась там, значит, это знакомый, ой, это у меня такое было, это порчак, там, я тебя к бабке отведу. Понимаете, вот что-то вот этого не хочется, поэтому, собственно, помогающий специалист, он, скорее всего, берет на себя огромную ответственность, потому что нужно разбираться примерно во всем, при этом не поверхностно, а, соответственно, чем больше ты знаешь, чем больше ты работаешь с людьми, тем больше ты в это все погружаешься. Вот, я надеюсь, что я смогла немножко заразить вас, да, некой любовью, да, такой красивой, сакральной, мистической любовью к помогающим практикам, к Таро в частности, к магии, которую я, собственно, нежно люблю, и поэтому у меня есть такая миссия, когда я рассказываю людям, как это работает, понимаете? Я наконец-то спустя долгое время поняла, зачем создала нейроведьму, потому что изначально это как-то, я же не по-другому видела миссию, я просто вот видела миссию, что я там что-то раскрываю сакральные, какие-то знания, еще что-то. Потом вы стали писать о том, что изменения в жизни происходят. Я поняла, что я могу образовательные программы создавать. А вообще вот изначально, когда я начинала этот проект, я рассказывала, да, что это была абсолютно экспериментальная кухня. Мне было интересно понять, как это работает. Да, как это работает. А сейчас вот, когда я понимаю, как это работает, я понимаю, что действительно вот это то, к чему я долгое время шла, потому что я могу объяснить вам, как это все работает. И это круто, я сплю спокойно. И, например, если меня там раньше шарашило от того, что я там читала, например, какие-нибудь вызовы демонов, да, сейчас я могу зайти в наш чат, где моя прекрасная аудитория, понимающая, да, как бы рассказать причинно-следственно, это даже там процитировать какой-нибудь там разговор и объяснить, почему так, а не иначе. И это классно, когда ты много знаешь, потому что когда ты много знаешь, во-первых, тебя сложно обмануть, давайте будем честными, тебя сложно развести на деньги, потому что как бы в нашей сфере, да, собственно, в любой сфере помогающих специалистов, да, очень много тех людей, которые просто играют на нервах, да, и просто ищут тревожно-мнительных людей. Вот поэтому, собственно, здесь и нужно обладать знаниями, да, и нужно понимать, как формируются зависимости, как человек бывает, что в секты какие-то попадает, да, или почему бывает, что он деньги сливает. И как бы многие же объясняют это все там каким-нибудь крадникам, еще что-то. Я не отрицаю, что это есть, потому что я с этим сталкивалась. Я, знаете, вот чем больше отрицаешь, тем больше ты понимаешь, что ты нифига не знаешь, и тебе Вселенная прям показывает, вот, Аня, ну существует. Если бы мне кто-то сказал, что я буду в манифесте, например, учиться обращаться со стихиями, чтобы ликвидировать какие-то мелкие там возгорания у вас в квартире, да, к примеру, да, или познакомиться с ундинами, чтобы у вас там протечек не было сантехники, к примеру, да, или объяснять это тем, что у вас эмоциональный фон там не в порядке, я бы, конечно, покрутила пальцем у виска, но, опять же, пути Господни неисповедимы, и, соответственно, вот видите, у нас с вами получается очень крутой образовательный проект. Я безумно благодарна, потому что вы это все поддерживаете, вам же это дико интересно, я это знаю, да, мы вместе создаем крутейший эгрегор, которому, мне кажется, вообще нет равных. А для меня очень важно, чтобы там было безопасно, не токсично. И тогда просто мы сможем развиться в что-то прям большое, глобальное. И дай темные богини, возможно, очень крутую образовательную программу. Вот. Мужчины, мне тоже много, но мужчины как-то больше инкогнито в моих проектах. Ну, что-то не очень проявляется. Вот, потому что качается женская энергия, мощнейше качается женская энергия. Я вас не увожу в состояние прям маскулинности. Но, опять же, если вам нужно отрастить зубки, там,
и крылья, которые покрыты все-таки чешуей, да, не мягкими перышками, я тоже вот очень приветствую таких людей. Ничего страшного нет в разных проявлениях вашей силы, поверьте, она прекрасна. Я уже, собственно, рассказываю, как раскачать внутреннюю силу и как бы принять силу, потому что многие практики говорят, да прими силу, она там по роду идет. И я тоже как-то в это все упоролась, и я это видела, что силу нужно принимать. Но мне крайне сложно было обычным человеческим языком объяснить, что же это такое, как это работает, да, как это принять. А теперь я все знаю, как бы, знаете, плачу налоги, сплю спокойно, и, собственно, этому как бы вас и учу. Потому что, собственно, знание света, не учение, это, знаете ли, да, ролевые игры. И мы потом все равно будем вынуждены, да, вернуться к энергиям императора Иерофанта, да, потому что все-таки хочется жить осознанную жизнь, а там, собственно, без этого никак. Вот такая интересная у нас еще болталка получается. То есть, если вам интересны мои проекты и моя личность, в частности, есть как бы телеграм-канал, в котором я просто, как это сказать, дуркую в том плане, что они абсолютно не маркетинговые. Я ни с какими маркетологами свои посты не согласовываю. У меня нет такого, что там какой-то экспертный контент. Это абсолютно мой лайфстайл, и я ничего вам не навязываю. Я действительно могу рассказывать что-то в новостях, я могу делиться своим настроением, да, той музыкой, которую я слушаю. Может быть, я читаю какие-то книги там, да, или просто это какие-то интересные мысли вслух. Я периодически что-то там пишу, поэтому welcome. То есть можно подсмотреть. То есть это так, знаете, чтобы подсмотреть, потому что там нет возможности писать комментарии. Я отключила, именно по той причине, что немножко все это устраивалось в какой-то просто кавардак, да, и просто вот люди приходили действительно посливать все. Знаете, как бывает, что в энергиях, в таких, да, в негативные ты заходишь, там у кого-нибудь там, допустим, эфир в запрещенной сети, ты как начинаешь вот это писать, чем ты наполнен, потому что многим действительно кажется, что каналы и аккаунты созданы для их, значит, внутреннего энергетического мусора, да, как бы авторы все стерпят. Конечно же нет, поэтому я и решила, что нам нужно с вами сакрально чистое пространство, и все закрыла. В инсте я не закрываю комментарии, а в телеграм закрыла. Поэтому, если хотите подглядывать, welcome. Вот. Есть различные магические чаты, есть болталки, то есть для тех, кто подключается к нашей программе лояльности из разных точек мира. И, соответственно, для тех, кто, да, говорит на русском языке, и преимущественно живет в России, там, собственно, Boosty, да, позволяет нам справляться и с потоком людей, и, соответственно, с технической частью, и администрировать, как вы понимаете, да, проще. Вот. Администратор живой, поэтому, собственно, если вы 24/7 там пишете ему, как пройти в библиотеку, у него 3 часа ночи, он имеет право вам не отвечать. Или это, я так смеялась, кто-то там, в общем, я перекидываю, да, потому что администратор занимается вопросами, когда там пишете, что вы куда-то не можете попасть. Вот. И, значит, кто-то пишет старт. Я ржала просто конем вообще с этого старта. Потому что живой человек там не бот. Это что вы пишете старт, знаете, вас это ни к чему не приведет, уж точно, да, не так, как пройти в библиотеку. Это уже покрыто какими-то мистическими смыслами, уже личными мемами, потому что давно уже создала, знаете, свой какая-то микровселенная нейроведьмы, и она не заточена конкретно на мне, как на человеке, потому что вы сами растите наш, как это называется, слушайте, открытый мир, да? Если кто-то увлекается, да, видеоиграми, все поймете. Короче, давайте смотреть. Просто я хотела познакомить с тех, кто с ними не знаком. Вот давайте уже смотреть наши варианты. Ну что, первая звездочка, которая вам подмигнет сегодня, синего цвета, вторая оранжевая и третья белая. Тут у меня немножко со светом, да, есть определенные нюансы, потому что я сейчас снимаю с другого девайса. Вот. Ну ладно, это все процесс, это все наладится. Поэтому, может быть, вам что-нибудь бликует, но вроде нет, да? Красивый же кадр. Ну, поддержите нас, красивый кадр. Так, ладно, давайте. Звездочка синяя, звездочка оранжевая, звездочка вот такая прозрачная. Вот. Ну, она немножко отливает в зеленый, потому что у меня здесь всякие зеленые штуки из моха стоят на столе. Вы это все не видите, это в кадр не попадает. Это я вот просто это все созерцаю. Так, ну что, на Mind Eye Tarot работаем. Давайте уже смотреть, да, то, о чем вы не догадываетесь. То, о чем вы не догадываетесь. Что, привет, единички. Единички, я вас приветствую.
Что интересного у вас происходит? Расскажите мне, пожалуйста. На прямых позициях. Как вы там вышли с праздников? Я ж беспокоюсь-то вообще. Все вернулись в строй рабочий? Давайте небольшую сигнификацию, с какими энергиями мы с вами, значит, зашли в 24 год. Но скажу о том, что расклад актуален на то время, пока, ну, когда вы это все смотрите. Поэтому, в принципе, это все равно работает. И что, с какими энергиями? Нормально, давайте вторую карту не буду переворачивать. О чем десятка пентаклей? Слушайте, либо вы молодцы, потому что вы сдали какие-то экзамены и какой-то цикл завершен по десятке пентаклей, так тоже можно читать эту карту как завершение цикла, но чаще всего благостное, потому что, ну, сама по себе энергия десятки пентаклей классная, то есть она и про семью может быть, и про, может быть, вам какие-то премии выплатили, или там в процессе, знаете, какие-то денежки еще идут, какие-то посылки, может, новогодние не дошли еще. Десятка пентаклей. То есть мы действительно наполнены, у нас есть, как вам сказать, у нас есть накопленный опыт в первую очередь, и, скорее всего, накопленный материальный опыт. Окей, что еще? Какие энергии? Понятно. Вы, короче, у меня мои прекрасные кощеи, потому что вы можете сейчас подсчитывать, например, ваши финансы, рефлексировать относительно того, правильно ли я трачу деньги, нужно ли, допустим, там вкладываться в какой-нибудь инвестиционный проект, да, то есть мы рефлексируем. Кто-то пишет бизнес-планы, а кто-то там пытается выбить премию у начальства, ну, к примеру, да, кто-то, например, уволился и пытается понять, как же встроить свой опыт, соответственно, да, в новые реалии жизни, да, как на самом деле классно написать резюме, да, чтобы тебя на работу взяли, надо ли, допустим, возвращаться в найм или все-таки на фрилансе попробовать, а может быть по отшельнику, знаете, пришло время понять, что душа хочет, ну, короче, вот такие приятные рефлексии. Приятно. Это не про потери, это про распределение активов, наверное, да, можно так сказать. А кто-то действительно вот ждет какие-то деньги, эти деньги застряли. То есть, если вы понимаете, что ситуация ваша, да, давайте смотреть дальше. Давайте смотреть дальше. То, о чем вы не догадываетесь, я хочу разложить это буквально на 3 сферы. Ну, наша классика любимая, да, деньги, любовь, здоровье. Деньги, любовь, здоровье. То, о чем вы не догадываетесь, что происходит рядом с вами, а вы об этом не догадываетесь. Деньги, любовь, здоровье. Так, ну что, на прямых позициях, поэтому, в принципе, там как-то мы не будем, да, друг другу жизнь усложнять. Что там в деньгах-то вы не догадываетесь. Слушайте, кто там мутит, крутит, вертит? Ну, в принципе, я сейчас вам еще дополнительные карты вытащу. Вполне возможно, что маг — это хорошая карта. Это, может быть, карта открытых дорог, но вот, как говорит одна из вот моих наставниц, не так, чтобы это была какая-то духовная история наставничества, она говорит о том, что вот через какое-то время вы поймете, что на самом деле у мага энергии мало, потому что он давит пространство. Вполне возможно, опять же, если опираться на эту теорию, да, ну, то есть, вот по теории типа магу легкости не хватает. Я, конечно, с этим не очень согласна, но, в принципе, может быть, знаете, вам тоже это все смычится и резонирует. Ну, с одной стороны, да, я могу согласиться, что магу не хватает легкости. Опять же, управлять таким большим количеством энергии, не понимая, что с этим делать, что он только на самом-самом, да, этапе, да, он, может быть, действительно как бы крутить и вертеть, да, показывать, что он весь такой фокусник и как бы управляет всеми процессами. Слушайте, я не помню, кто такой был маг. Ну, как бы не Сатурн даже, но могу ошибаться. Короче, давайте так скажу, потому что нам же нужно посмотреть, что скрыто. Давайте так, кто-то будет прибедняться, да, там просить деньги в долг. Мы не занимаем, мы туда не смотрим. И, соответственно, если нам предлагают там какие-то скидки, мы опять же 10 раз все считаем, потому что ощущение, что человек хочет свою пользу, значит, что-то выкружить там и обмануть, потому что карта мага. Карта мага — это же еще карта иллюзий, да? Но что-то от нас, собственно, с вами скрыто. Давайте смотреть, что. Мне очень нравится в год дракона делать практические расклады. Я прям, знаете, от этого кайфую, потому что мне нравится энергию огня, понимаете, облекать в материю. Вообще, это же так, да, можно навертеть дел. Ну вот смотрите, давайте так, порефлексируем с вами, что от вас скрыто относительно денег, да? Собственно, если мы говорим о том, что энергия мага, она принадлежит вам, плюс мы еще бонусом выкладываем солнце, посмотрите, как дракон все же открывает нам очень крутые перспективы.
Очень крутые перспективы как-то, да. Есть те люди по первому варианту, которые прям возлагают надежды на это все, потому что это правда может быть связано с рассмотрением вашей кандидатуры на повышение, к примеру, да, или на предложение каких-то интересных, выгодных проектов для вас. Хорошие, кстати, энергии, смотрите, маг, там карта солнца. Собственно, что от вас скрыто? Может быть, это про то, что вы в очередной раз просираете свой потенциал, а правда способны на многое и на большее, да, может быть, про то, что а, путеводная звезда вашего таланта уже готова вспыхнуть наконец-то, уже, да, в материю, собственно, пропустить, да, все те энергии, которые вы там закладывали, просили богов или там взаимодействовали как-то с ними. Ну, слушайте, пока могу сказать, да, что то, что от вас скрыто, наверное, это про то, что что-то хорошее для вас готовится. Знаете, как гномы варят золото, да, которое вполне возможно потом, значит, вам подгонит. Но опять же, не забывайте о том, что драконово золото и золото гномов это у нас, опять же, может быть, определенное искушение, да? Да, может быть, какой-нибудь карлик заставит вас произнести его имя. Какой-нибудь Румпель Штильцхен, да? Короче, Румпельштильцхен. Я вот точно готова твое имя произнести. Не знаю, конечно, как те, кто меня смотрит. Мне всегда казалось, что такие сложные имена — это, знаете, проверка на степень опьянения, да? Сиреневенький пиджачок с переподвой подвертал. Ладно, это так, все мы шутим. Давайте, любовная любовь. Любовная любовь. А вот любовная любовь, она, знаете, любовь ушла, ей не хватало денег, может быть, или это просто желание, знаете, какого-то нового начинания по восьмерке чаш. Да, я знаю, что эту карту, знаете, читают как отчаяние, и тоже читала на Ведьмовском форуме, то, с чем не согласна, потому что, наверное, доказываю это тем, что у меня действительно в моей практике есть кейсы, когда так не работает. Считается потому, что если женщина, она с большим количеством силы, или она умеет зарабатывать деньги, то ее любви, короче, не везет. Особенно, что касается женщин, которые немножко больше, чем женщины, сверхженщины, да, то есть, может быть, она умеет, обладает, ну, в общем, какими-то энергиями обладает, может, еще чем. Вот. Но считается вообще, что либо, значит, тебе дается умение зарабатывать деньги, либо любовь, а вместе не мэчится. И вот, соответственно, вам-то показывает, что вы умеете деньги зарабатывать, понимаете, по первому варианту. Но вот, что-то решили, что в любви не везет. Да, восьмерка чаш, ощущение какой-то тоски, но мы смотрим, что от вас скрыто. Может быть, правда, кто-то тоскует. Да, восьмерка чаш, королева пентаклей. Но кто-то действительно может за вами наблюдать, хотя вот я не вижу, конечно, карт наблюдения, но может быть, знаете, если вы здесь королева пентаклей, да, то это кто-то вот грустит, что не вы его королева пентаклей, или вы не его королева пентаклей, да, то здесь вот такое есть все. Вот такое есть. Что еще может быть? Кто-то может жениться собирает. Что еще от вас здесь скрыто? На богатой женщине или вы тут собрали всех женихов королевства? Потому что завидная невеста, да? Девчоночки мои, давайте вот по чесноку. Ну, правда бы вы собрали бы. Правда. Правда, завидная невеста. Ну, что-то вот в какой-то момент вы решили, что нет. В какой-то момент, да, самооценка у нас поехала с горки вниз. А ведь да, и со стороны, когда на вас смотрят, да, и вас вот именно видят, может быть, от вас скрипт, что вас прям рассматривают, но не могу сказать, что на должность, конечно, да, там постоянной женщиной, но именно как потенциальную невесту, именно как потенциальную жену со всеми вытекающими, потому что, поверьте мне, качества ваши ценят и рассматривают достаточно, ну, на высоком уровне. Вот, может быть, кому-то из вас это будет важно. Еще обратите внимание, что по первому варианту большое количество пентаклей. И понятно, что в первую очередь мы скажем, что это про деньги, благо нам показывает, что они у нас есть, они будут, то есть либо если их нет, то они как бы в потенциале есть, зреют. Но еще это же про тот ваш потенциал, который вы накопили. То есть
сами по себе пентакли — это медленная масть. Это говорит о том, что вы когда-то что-то правильно мечтали, вы когда-то что-то правильно планировали, вы когда-то правильные намерения закладывали, с которыми, собственно, тело ваше прям, да, контачит и дружит, и мэчится, и вы, на самом деле, готовы эти энергии принимать. Поэтому, в принципе, я могу сказать, что здесь все достаточно неплохо. Ну что же, здоровье, посмотрим, что от вас скрыто. А вот на здоровье мы, конечно, обращаем внимание, потому что карта Луны. А вот карта Луны я бы посоветовала проверить голову в первую очередь, потому что, может быть, вы там, знаете, может сосуды, может быть рассеянность какая-то свойственна к Луне. При этом достаточно давно, кстати, кто-то хроник может быть. Смотрите, хроническая депрессия, хроническая бессонница, что-то хроническое, связанное с нервной системой. Может быть, вы правда живете в состоянии стресса, знаете, вот сейчас просто такое время, многие деньги боятся потерять, работу, опять же, да, или непонятно, собственно, что за история, может, это инфляция, что-то, потому что, в принципе, как бы вы в голове держите стабильность экономическую, но что касается вашего здоровья, есть ощущение, что вы прям очень сильно напрягаете либо тело полностью, да, либо голову, опять же, свою, но я, наверное, по Луне буду считать, что голова все же. Что от вас скрыто, да? Ну, это, наверное, про то, что если вот про вас лично, это про то, что где-то прям, правда, знаете, какие-то нервы, нарушен эмоциональный фон. Вот видите, десятка чаш, как бы карта шута. То есть мы как будто вот на какую-то сторону нашего здоровья, в общем, мы туда не смотрим. Да ладно, как бы, да, я сам себя вылечу. Вот я травник, я лекарь, да, типа все нормально. А здесь как бы нужно обратить внимание, что в какой-то момент просто сбоя не случилось. Слушайте, я не могу сказать, что это. От вас что-то прям какое-то такое прям конкретно скрыто, потому что, собственно, вот тот вариант, который нам показывают и подсвечивают, он больше направлен на вашу личность. И здесь, наверное, просто порефлексировать. Вот я это знаю про себя или не знаю, да? Скорее всего, вы это про себя знаете. Поэтому, в принципе, вот таким образом. Я не знаю, что будет в следующих вариантах. Может, мы, конечно, будем людей рассматривать там, с какими-то тайными интригами. Ну, как бы нет. У вас больше, конечно, упор сейчас идет на вашу личность. Вы в центре находитесь. В принципе, я так понимаю, что вам вообще мало интересно, что происходит вокруг, потому что вы очень центрированы, да? Вы очень центрированы сейчас на данный момент. Окей, хорошо. Ну что, вот такая позиция у нас случилась по первому варианту. Так, двоечки оранжевые, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Чуть-чуть сигнификация, чуть-чуть ваших энергий в начале года, ну, и в любом случае, да, тогда, когда вы смотрите этот расклад, да, попадает у меня звездочка, попадает же? Попадает, люди. Ну, хочется же, чтобы попадало, что. Так, сейчас это все лишнее. Сигнифицируемся, друзья мои, да? Сигнифицируемся. Сигнификация есть, если найду. Сейчас посмотрю, что все нормально было. Угу. А время капает. Так, ну что, давайте смотреть, что в каких энергиях находимся, поймете вы или не вы. Да что-то стабильно у вас, да? Рыцарь Пентакли, о чем это может быть? Что, ну, и работа, и карьера, и, короче, вот привычный круг знакомых может быть, да, как-то медленно, размеренно. Все сейчас на данный момент, в общем, как все, короче, как раньше. Это не состояние болота, потому что там есть путь, есть движение, но оно какое-то медленное. Сейчас мы еще посмотрим, может быть, вы там в чем-то нуждаетесь, в обновлении какой-то энергии.
оно как-то, знаете, все медленно, понятно и стабильно. То есть, если вы находитесь в семейных отношениях, ну вот, пожалуйста, ваш семейный круг. Да, если эта ситуация касается вашего общения с людьми, ну, в принципе, привычный круг. Привычный круг. Еще хочу сказать, что здесь очень сильно, дико хочется расширения, но на это пока нет ресурса. Четверка пентаклей, конечно, у нас карта стабильности, но это, опять же, карта клетки. И как бы рыцарь пентаклей – это все-таки про какой-то очень медленный рост. То есть, например, у вас есть определенный финансовый потолок, вы выше прыгнуть не можете. Ну ладно, я сейчас раскрою, почему. Выбираем, да, клетку все же. Может быть, это правда сейчас на данный момент максимум ваших энергий, тоже ничего страшного в этом нет. Так, четверка пентаклей, королева, понятно. А вот ощущение, что вы прям бьетесь прям в эту клетку, пытаетесь найти ключик. Ключик, почему у меня так все, как это сказать, все ровно, где моя энергия. Может быть, вам, правда, ее не хватает, а вам бы сейчас адреналинчика, да, покачаться бы на качелях, и, может быть, вы, к сожалению, начинаете окружающих раскачивать. Ну, скучно, да, вам, девчонки? Да, есть такое. Паж жезлов перевернут, такое ощущение, что вы либо постоянно ищете адреналин, либо какие-то впечатления, ощущения, да. Вы так немножко заложники ощущений, и если как бы в жизни скучно, то очень хочется мне танцевать на барной стойке, обращать, возможно, на себя внимание или, собственно, кого-то немножко там задирать, эмоционально провоцировать. Или, допустим, я там на каком-нибудь Тиндере сижу, да, или там Бамбл, или что там, Бамба, короче, вот это все ваше, что вы мне прям вываливаете, когда на личные приходите. Я хоть знаю, как теперь это называется. Вот. И как-то что-то они прям не сильно-то и активничают в вашу сторону, и вы начинаете сами проявлять эту инициативу, да, или хотелось бы, а он не проявляет, и мы вот это обижаться начинаем. Вот такая вот вся история. То есть сидит такая красавица, в общем, наша Рапунцель, и ей кажется, что она очень много делает для того, чтобы в ее жизни что-то изменилось. Так ли это с точки зрения высшей силы? А дьявол перевернутый. Ну, так на самом деле, может быть, она, конечно, много делает, но это, опять же, на уровне тела вот этой материализации нет. Пока нет разрешения получить желаемое, потому что я уже давно для себя трансформировала понимание аркана дьявол, да, и считаю, что это мощнейший ресурс, 15-й, ничего общего не имеет с изображением дьявола, как кто-то против церкви и так далее. Понимаете, здесь правда может быть искушение, но искушение именно на истинное желание, истинность намерений. Дьявол очень часто это все устраивает. И ты, в принципе, ты можешь, я не знаю, хоть аскезы держать, хоть богиням молиться, но если ты на уровне тела не пропускаешь изменения, то дьявол как бы тебе тоже показывает, да, в перевернутой позиции. Ну, потому что там еще и солнце, и ты такая, знаешь, это, доколе я там буду страдать, да, это. Мне, говорит, не повезло, говорит, потому что я очень богатая, но родилась как бы в теле бедной. Вот такая вот у тебя, смотри, жизненная история сейчас. Но еще, мой котик, похвальное такое ощущение, что ты сама деньги зарабатываешь. Это, знаешь, всегда радует. И это, конечно, всегда радует, потому что вот я-то за таких девчонок на самом деле спокойна, потому что, ну, слушайте, всякое может быть, да, и в какой-то момент мы можем находиться на содержании, да, человека, а потом ты понимаешь с разводом, что ты правда можешь потерять. Благо там у вас там дети совместные есть, и он порядочный человек. Ну, знаете, всякое может быть. А если какую-нибудь женщину там встретит, и все, и разлюбит вас, а вы как-то, ну, как не могли организовать себе финансовую подушку, то есть вы просто про это не думали. Поэтому я, знаете, в первую очередь говорю, любовь любовью, как бы брачные контракты и собственная реализация, это вообще все первично. Это обязательно должно быть. И здесь я хочу сказать, что есть, вы к этому стремитесь. К этому стремитесь. Но пока что-то не пробивается. Есть какой-то определенный потолок, да, он прям не пробивается. Где-то вы еще не готовы. То есть мы можем, на самом деле, очень много чего распланировать, где-то не готовы. Как я вам говорила уже, да, что магам для воплощения желаемого, опять же, нужны гибкие тела. И обнуление опыта негативного – это тоже очень важный момент. Да, помните, как там было? Будьте как дети, откроется вам Царствие Небесное. И по сути, это не про физическое какое-то царство, это, наверное, больше про царство знаний. Ну, такая, знаете, метафорическая история, потому что Библия, она вообще вся метафорическая.
Может быть, знаете, я когда-нибудь что-нибудь напишу, да? Какой-нибудь курс там да по расшифровке вообще метафор из Библии. Вообще будет удивительно, и вы поймете, что там огромное количество магии сильнейшей. Ну ладно, это все нюансы, а то, знаете, меня запретят. Ладно, давайте смотреть дальше. Что смотрим? Деньги. Вот, кстати, мне кажется, тебе сейчас будет интересно, потому что мы же смотрим, что скрыто от тебя в пространстве. Это может касаться как других людей, так, соответственно, и тебя, но давай смотреть тему денег. Что скрыто от тебя в пространстве? А ты знаешь такое ощущение, что есть какие-то новые источники доходов, но еще мой котик, я, конечно, понимаю, что мы можем сейчас с тобой раскачать твою тревожную мнительность, но я могу предполагать, и это, конечно же, не про то, что у всех одинаково, потому что расклад общий, но опять же, если ты дружишь с какими-то практическими, магическими там практиками, может быть, какими-то диагностиками, может, свечными отливками, может, еще, смотри, что у тебя установлен либо копир, либо крадничек такой, знаешь ли, потому что есть отток все-таки энергии, есть какая-то зависть вообще рядом с тобой, и это от тебя скрыто. От тебя скрыто. Вот смотри, прям наблюдая за твоими действиями, может быть, кто-то пытается скопировать. Я, конечно, не совсем еще понимаю, как эти все коперы работают, да, но обязательно в этом всем разберусь, потому что все-таки мне нужно просвещать. Как крадники работают, я знаю. Видишь? Видишь, как? Момент прям перекрытия. И вот ощущение, что ты прям бьешься, у тебя мало чего получается, да? И поэтому как-то вот сердечко прям разбито. Сердечко разбито, а кто такое ощущение, что тебя как будто что-то уводит, да? Было такое вот, что в плане денег от тебя уводили удачу. Было такое? Десятка пентаклей, тройка жезлов. Слушай, я могу это предполагать. Потому что, смотри, либо здесь уже действительно наше мышление говорит что о том, что это невозможно, чтобы что-то лучшее случилось в твоей жизни, либо просто у нас вот какой-то затык, да. Я бы тут продиагностировала там финансовый канал там на предмет вот этого всего крадничества. Потому что смотри, как получается, что от тебя скрыто. Как будто кто-то прям либо воплощает твои идеи, либо питается. Вот как только ты вот эту энергию выдаешь в пространство на воплощение, раз эти что-то стырили. Есть такое, да. И ты такая в какой-то момент, да блин, я уже ничего не буду никому не говорить, ничего. Так вот, собственно, на самом деле так вот и есть ощущение, что кто-то прям наблюдает за твоими успехами, что от тебя может быть скрыто. И как-то поэтому сильно не афишируй, пожалуйста. Да? Давай так. Мы сейчас с тобой проводим следственный эксперимент. Что будет, если ты прекратишь афишировать свои успехи или достатки и т.д. и т.п.? Что происходит? Это женщина. Посмотри, моя дорогая. Это женщина. Это женщина. Так, а что там значит? Если ты как-то, да, закрываешься от этой женщины. Пятерка пентаклей. Восьмерка пентаклей. Смотри, такое может быть, что ты там что-то сказала какой-то подружайке своей. Я тебе сейчас это... Знаешь, сейчас как-то рилсы, колдуны сейчас снимают. Да вот призраков, что на тебе парчак. Не, мы сейчас с тобой не про это. Я не говорю, что на тебе парчак. Ты просто рассказываю, как вот оно... Как вот, почему так, да? Ну, потому что вот ощущение, опять же, что у тебя хреново по пятерке пентаклей, а кому-то подфартило по восьмерке пентаклей. Понимаешь? Это человек, которому достаточно давно плохо в деньгах. Достаточно давно. Вот ощущение, как вот она прям не пытается, все, ее прям бьют по башке. И вот вроде ее вот эти все магические штуковины, или там зависть какая-то, или просто какая-то негативная энергия в твой адрес, оно тебе не сильно-то мешает, понимаешь, но оно при этом не помогает, оно тебя держит на определенном уровне, то есть у тебя роста нет. Но психологически понятно, что мы сами такую ситуацию создаем. Вот. Но с другой стороны, как-то, да, тут нужно тоже задуматься о своем окружении, опять же. Мне кажется, что если ты там бахнешь прям свечей себе, она проявится, подружайка твоя. Давай так, а если, значит, там почистить канал? Ну смотри, во-первых, вот ты будешь пытаться чистить канал, вот видишь, у нас шут перевернутый, вот энергия прям как раз не течет.
И я тебе хочу сказать, что смотри, здесь вот точно прям нужно низ чистить. Мы чистим сватху и чистим Муладхару. Это важно очень, потому что там что-то, извини, у нас с тобой подзакрыто. Дальше еще о чем? Центр удовольствия, но как бы нервы ведьма пока не учит дышать маточкой, это слишком сакрально и уже не модно. Вот. Но смысл как раз заключается в том, что да, тебе бы посмотреть, что там у тебя происходит в наших так называемых нижних чакрах, да, которые у нас, как правило, красного, оранжевого цвета. Вот. Ну это так вот, если там будешь что делать с этим всем, потому что там бы чисточку. Не так это сложно, как кажется, потому что мне кажется, что это прям должна быть какая-то гигиена, прям, да, энергетическая, да, там нужно подзасорились наши трубы подзасорились, надо прочистить. Вот эта женщина, понимаешь, тебе вот это засоряет, понимаешь, прям засоряет, поэтому как бы вот мы же сами все сантехники должны быть, правда? Окей, поржали, но при этом ситуация же такая, что тебе намекают, да, что от тебя скрыто. Вот какая-то прям тварюга вот в твоем окружении. Ты знаешь, вот я сейчас карту любви-то ж не переворачиваю, но я уверена, что здесь все взаимосвязано, и сейчас я буду сильно удивляться, если у тебя то, что скрыто смотреть в сфере любви, у нас какой-то чистый ровный путь, потому что если там перекрыты деньги, соответственно, то на любовь тоже, знаешь ли, скорее всего, какой-то младший аркан. Но опять же, я могу ошибаться и давай смотреть, что же скрыто от тебя. Ну вот, видишь, то, о чем мы говорили, да? Смотри, либо это скрытые какие-то воздействия, на любовь, соответственно, видишь, туз мечей, либо ты где-то сама могла что-то перекрыть себе. Знаешь, такое еще, есть такое понятие, как самопорча. Самосглаз, самопорча, когда мы сами запускаем вот эти негативные моменты. Вот. Смотри, моя дорогая, вот если у тебя, ты понимаешь, что у тебя есть какие-то защиты, психологические, родовые, там еще что-то, и у тебя вот не так давно кололо сердечко, или, например, ты могла схватить какой-нибудь цистит и прочее, я сейчас диагнозы никакие не ставлю. Но если мы сейчас с тобой переместимся в реальность, да, когда, опять же, было возможно психосоматически так как-то, да, диагнозы ставить, я ж не удивлюсь, почему, да, потому что это атака, да, либо атака на себя, может быть, знаешь, какое-то внутреннее самоедство за получение удовольствия, девочка себя циститом наказывает психосоматикой, да, либо, соответственно, сердечко, смотря что нам нужно наказать. Вот тут есть такой момент, что мы как будто сами себе что-то запрещаем, наказываем. Потому что здесь, смотри, прям какой-то момент пришел, либо, либо на сам низ, да, либо как бы на анафат. И так просто можно читать, смотря какого уровня там любовь задета, видишь? Угу. Слушай, я же вот это не балку подъезда говорить, сделано тебе на одиночество. Ты знаешь, у меня ощущение, что там, вот если ты правда вот как-то магически, да, в этом всем подкован и можешь предполагать, я могу сказать, что там правда могло быть либо матерью бывшего сделано, понимаешь, что-то, какой-то процесс чистки, может быть, не до конца завершен. Все, извини, прям не дают мне говорить. Ну вот видишь, что у тебя скрыто, прям тебе подсвечивается. Может, ты правда сейчас чистишься? Угу. Посмотри, вот тебе на самом деле как бы казалось, что достаточно давно все ровно, спокойно, но нет и нет. Ты понимаешь, что у тебя должно быть больше, раз в 5 или в 10 больше. А вот из вот этого состояния болота нужно выходить. Кстати, я уж тут, конечно, не буду тебе нагромождать этой всей деревенской магии, но такое бывает, смотри, когда там закрытие дорог, либо еще что-то, на болото, кстати, тоже может быть. Смотри, у нас как бы карта умеренности переворачивается, и бывает такое, что в перевернутой позиции она усугубляет свое значение. Это смотря как ты сама уже закладываешь, да, если уж там меня смотрят практики. А бывает такое, что это выход из умеренности. Мы сейчас с тобой посмотрим. Вообще, вот смотри, поскольку вот эти 3 карты перевернуты, вот такое ощущение, что ты могла смириться и сказать, да, это судьба вообще, вот моя такая, да, и
Все, потому что все, ну, ощущение, вот, знаешь, что как-то прям не раскручивается событие, энергия, да. Вроде ты как бы в шаге стоишь там от дверей, а тут как-то, смотри, закрытие это есть оно, понимаешь? Либо психологически мы сами себе напортили зачем-то, либо вот кто-то вмешался. И поскольку вот эти 3 карты, видишь, перевернутые, я это называю как бы карты искажения событий, когда все 3 идут у нас в перевернутой позиции, это то, что все не то, чем кажется, да, какой-то вот момент зеркала и зазеркалья. Хорошо. Это, знаете, у меня недавно на личной консультации такое было с девочкой, в общем, я ее смотрела, и там, вот, там такая странная история была, потому что мне казалось, что я вижу нескольких человек, вот такое есть, да, и я такая, ну, вроде как бы у тебя там не биполярка там, я не вижу, знаете, как в фильме «Сплит» разных личностей, потому что, в принципе, Таро тоже иногда такое показывает, но у меня ощущение прям, что мне сложно собрать ее энергетику. Я смотрю, она просто рассыпается, знаете, как вот бусины. А потом оказалось, что девочка спит в окружении зеркал. То есть они все ее отражают, плюс там потолок, еще что-то. Меня аж, понимаете, физически где-то затошнило, потому что жутковатая такая история. Это, ну, это тоже, наверное, как бы личный опыт. А, Нет, я не спала в окружении зеркал, но мне почему-то это напоминает, знаете, вот когда у тебя сознание отлетает, когда, например, ты там после ребёфинга или какие-то осознанные сновидения, которые ты практикуешь, без всяких веселящих веществ, ну, только вот практики знаешь, что можно тогда практиковаться, когда ты немножко теряешь связь с реальностью. И вот тебе страшно, страшно как вот в тот момент, когда ты прям теряешь связь с реальностью. Вот здесь вот ощущение, что это правда тоже немножко может у вас быть потеряна связь с реальностью, когда вы не видите очевидных вещей, да, то есть вам со стороны могут об этом говорить, и говорить, нет, нет, оно там все не так. Здесь у меня тоже ощущение каких-то зеркал, в которые крайне сложно пробиться, да, но при этом, смотрите, я не вижу на вас ощущения морока, мне это ни разу не выпало как-то, поэтому, может быть, это еще и зеркала, да. Я, конечно, знаю, что там будет дальше. Скорее всего, обнаружится на самом деле, что у вас в роду могли с зеркалами работать, но просто у вас связь мощнейшая с зеркалами, и я чуть не знаю, что такое. Может, вас правда кто-то копирует через зеркало? Что я копирую-то я вижу, видите? Здоровье, что от вас скрыто. Ну, знаете, тут не то чтобы это все как бы скрыто, да, повешенный как бы 6 жезлов. Тут, наверное, как бы вопрос в том, что если смотреть это психологически, то это говорит, что в вашем окружении есть человек, который постоянно принижает ваши способности и, соответственно, вступает с вами ну, в какое-то состояние конкуренции, как бы вроде вам кажется, что он помогает вам, на самом деле нифига нет, нифига он вам не помогает. Здесь действительно внутреннее желание человека, это что от вас скрыто абсолютно вот по всем вот 3, да, сферам жизни, да, чтобы вы не прыгали выше своей головы. Вот, есть такое. Вот, есть такое. И опять же, если мы рассматриваем ситуацию, например, там в браке, да, а вам с человеком некомфортно, потому что он вас душит просто как удав, да, это про то, что от вас скрыто, что человек специально так делает, он специально занижает вашу самооценку. А если вы, извините меня, ловите флюиды, когда вы очень сильно ведетесь на то, чтобы кто-то занижал вашу самооценку, вы будете ловить вот эти магические болячки, понимаете, и коперы, и стяги, и что-то еще. Потому что, в принципе, вам дается большое количество энергии на реализацию. Ну, как бы то, что вы с ней делаете, это же, конечно, ваше личное, потому что энергии очень много. Ребят, по второму варианту, девочка, мальчик, вы слышите меня, пожалуйста, много. И здесь ее прям можно в жирного дьявола, понимаете, пустить. Не надо мне сейчас опять это нахлобучивать связи, да, с и оккультными здесь практиками, и церковью и прочее, потому что я здесь метафорически говорю. Вот. Но вы по Луне и по пажу чаши, вы не знаете, что с этим делать, вы не умеете с этим обращаться. И получается, что у вас избыток энергии, да, как называют, знаете, как говорят, типа энергия прокисает. А вот, собственно, когда энергия прокисает, она начинает застаиваться, да, у нас действительно может много воды образовываться. Теперь мне еще понятны причины психосоматические, женские. Короче, смотрите, мы смотрим мочевыделительную систему, да, смотрим яичники. Вот там смотрим.
Это обязательно, там проверяем почки и так далее, потому что есть ощущение, что правда может скапливаться. Давайте так, это никакие не диагнозы, это не 100% так. Это я объясняю, почему с точки зрения психологии, тайных магических искусств может быть так, понимаете? Напоминаю, что расклад общий, и это не про диагностику. Я на самом деле давно как бы не поднимала такие темы, но если мне здесь сейчас показывают и рассказывают, что как бы от вас скрыто, то есть вы можете, ну, да вот почему такое, да я там типа простыла, да еще что-то. А вот оно, знаете ли, да, вот оно. Сейчас это все вылазит. Есть еще очень много подавленных желаний, но у нас не сильно психологический расклад. Может быть, если я наберу там большое количество обратной связи, например, на тему, какие желания все подавляют, то, может, я, конечно, что-то сниму в закрытых, потому что это нужно препарировать, и будет достаточно больно. А я говорю, что у меня канал все-таки про цветочки. Все-таки, да, про какое-то целительство, в первую очередь, внутреннее такое, знаете, mind healing. Поэтому, если хотите причинно-следственное, я это все буду закрывать в закрытых раскладах, знаете, мне так проще и безопаснее, а то я боюсь каждый раз, знаете, что-нибудь сказать, потому что, ну, поток его ж не остановишь, а люди мне потом такое, значит, пишут в комментариях. А я не могу на это реагировать, потому что есть понятие цензуры, понимаете, на YouTube, и понятно, что не только у меня, да. Вот, поэтому, собственно, всем тревожным, мнительным, да, ребят, если вас тут что-то обижает, большое количество других каналов. Как бы всем адекватным, это про то, что я, опять же, продолжаю свою миссию, буду помогать вам, да, вытаскивать себя из сложных ситуаций, но если я пойму, что мне нужно будет сделать какой-то прям внутренний хилинг и объяснить причинно-следственный, я это буду уводить как бы в закрытый расклад. Так, знаете, безопасно для всех. А в закрытых у вас тогда формируется, знаете, ощущение, что за вами левые люди не подглядывают. Потому что у меня вот постоянно, знаете, было ощущение, что какие-то левые люди в раздевалку, знаете, нам подглядывают, и я чувствовала себя некомфортно. Ну вот таким образом. Слушайте, прикольно, кстати, же второй вариант, да, получился? Очень много информации. Очень много информации, что от вас скрыто. Что, чистка поможет здесь? Двойка мечей, 8 жезлов. Однозначно. Все у вас будет хорошо. Так, ну что, троечка, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Что же тут с вами происходило, пока меня не было? Бла-бла-бла. Ко мне не бла-бла. Что от вас скрыто, скажу сразу, что работаю в потоке и не знаю, что за информация мне придет. Но все-таки хочется мне центрировать вас. Вот если первый вариант сразу было центрировано, я только начинала смотреть окружение, они говорят, нет, мне это не интересно. Да, как бы второй вариант, им все же интересно, что происходит рядом, потому что они задумываются, опять же, что не все от них зависит. Это тоже правильно. Что будет у вас, я не знаю. Я не знаю, мы сейчас просто посмотрим на те энергии, с которыми мы вошли в 24-й год, распахнули эту дверь, значит. Да, и посмотрим, собственно, что же от вас скрыто в разных сферах, да, смотрим, в общем, деньги, любовь, здоровье. Вот, это не совсем про то, что женится, значит, ваш бывший или нет, это больше на вас направленное, такой, знаете, селф-расклад, такая консультация у нас. Окей, с какими энергиями мы вошли? Ой, кто ж сердечко-то расколотил? Не с тем Новый год встретили, да, с кем хотели? Что за история? Что за история по тройке мечей? Слушайте, знаете, с одной стороны, это, конечно, страшные карты, башня, там, тройка мечей. И это не мой внутренний мазохизм, хотя, как знать. Но, в принципе, знаете, я могу сказать, что я даже немножко люблю тройку мечей. По какой причине? Потому что это всегда выход из иллюзий. Да? К сожалению, наша семерка чаш, наши иллюзии бьются стеклами внутрь, становится больно. И вот тройка мечей – это на самом деле про выход из иллюзий. То есть на самом деле могло быть такое, что
мы любили человека, но не человека самого, а образ, к примеру, да. То есть вот я, например, недавно снимала расклад, почему вы притягиваете однотипных партнеров. То есть, а здесь получается, что кто-то не влезает в костюмчик, который мы надели. Или, например, мы хотели, чтобы человек нас поздравил с какими-то праздниками, и он не поздравил, да, его внутреннее ощущение тоски. Или, знаете, отношения на расстоянии, при этом не получается встретиться. Или понимаем, что время достаточно тяжелое, и сейчас, многие мужчины, да, исполняют свой долг, да, там, допустим, защищая страну. Вот такая история. То есть что-то нам разбило сердечко. Я уже буду, конечно, смотреть, любовные муки или нет, но, знаете, это прям выход из иллюзий. Выход из иллюзий. Может быть, кому-то здесь нужно больше самостоятельности, да? Или вы там хотите замуж, вам человек предложение не делает, потому что с точки зрения Вселенной он там незрелый еще, и вы потом намучитесь с этим большим ребенком, да? То есть, если посмотреть объективно со стороны, то тройка мечей – это просто про реализм, да? И немножко нужно выйти из состояния иллюзорного восприятия действительности. Так, тройка мечей. Да, вот смотрите, тройка мечей, император, кто-то предложение не делает там, да, или, например, меня не повысили, или я там, допустим, год не закрыла так, как я хотела, потому что я возлагала на себя определенные надежды. Вот такая ситуация. Может быть, вы, правда, много взяли на себя, да, пошла я там в спортзал, да, думала, что я сделаю там, допустим, планку, простою в ней там минуту 20, а простояла там 30 секунд, потому что майонезные салаты все же давят, да. Я не подготовленный был. Я же могу шутить на такие темы. Вот. Что-то какое-то, разочарование. Давайте еще вытащим, что ж с нашим императором-то случилось. Что ж с нашим императором-то случилось? Смотрите, либо завершение цикла, либо дорога какая-то не состоялась. Либо, знаете как... Я вкладывала. Он взял и нагадил мне на белый ковер. Такой, да? Котеночек невоспитанный. Так и что, колесо фортуны? Да, колесо фортуны, смерть. Смотрите. Здесь, скорее всего, был какой-то там проект относительно человека, который вроде как вы с ним должны были прийти к общему знаменателю. Вы нифига не пришли. Либо с вашей стороны, да, то есть вы поставили точку, либо хотите поставить точку, потому что, видимо, уже не выдерживаете жить в своих иллюзиях, да, либо, соответственно, человек сам, потому что колесо фортуны и смерть. Смерть очень часто означает обнуление или просто отсутствие ресурсов, опять же, на движение вперед, потому что там 4 мечей, там нужно обо всем очень серьезно подумать. И вот, значит, вы с такими энергиями, которые достаточно мощные, да, входите в Новый год. И обратите внимание, что у нас целых 3 старших аркана. То есть события однозначно судьбоносные для вас сейчас происходят. Вот что-то высшим силам, видимо, надо. Знаете, на самом деле, чтобы вы справились с какой-то своей нищебродской позицией, да, или, допустим, не засевали семена в мертвую землю, потому что по 5 пентаклей это опять же мы нивы сжаты, рощи голы, да, от воды туман и сырость, колесом за синие горы солнце тихо скатилось. Скотина, да? Т9. Вот так вот, что-то нивы сжаты, ребята, рощи голы. Хорошо, мне еще одна карта нужна. Удивительно, конечно, почему я ее сразу не раскрыла на тройку мечей. Давайте, знаете, что сделаем? Пусть эта карта станет нашим этим джокером. Мы, конечно, сразу вскроем наш, ресурс, да, в этом всем, что мы должны понять, раз нам сразу так дают понять, все, мы выходим в личное состояние силы. И это явно про то, что, может быть, сейчас придется рассчитывать только на себя, а может быть, на самом деле, нормальный, адекватный партнер встретится нам, да, по нашим ценностям, потому что вот она 6 пентаклей. Может, вы правда упоролись, знаете, в какой-то единственный вариант, а вариантов большое множество и количество. И есть ощущение, что вас дракон нежно любит, потому что явно у вас то ли драконья кровь, понимаете, то ли драконье прошлое, то ли еще чего.
Потому что посмотрите, сколько на начало года и на ваши энергии сейчас он выкидывает вам старших арканов. И при этом, смотрите, ресурс, который вы извлекаете из этой ситуации, видимо, что для вас скрыто сейчас, это карта силы, да, это усиление скиллов, ресурсов, соответственно, ваших. Может быть, вы это, конечно, сейчас не видите и обливаетесь вот горючими слезами, но это для вас личный выход из пятерки пентаклей, да. Пятерка пентаклей всегда карта перекрестков, да, это как это сказать, репетиция, наверное, страшного суда я еще и называю. Но там только чуть-чуть, мы начинаем видеть свет в конце тоннеля, да, только совсем чуть-чуть. Знаете, почему начинаем видеть свет в конце тоннеля? Потому что все же у нас остается наш внутренний свет. Если вспомнить, например, медитацию там, на пятерку пентаклей в этом вампирском замке, насколько помню, у меня же очень интересная медитация, да, на проживание аркана. Вот, там же задача, чтобы сохранить эту ангельскую благодать внутри, тогда ты выйдешь, а так ты там останешься, понимаешь? Вот, и вы точно не останетесь, потому что у вас есть внутренний свет, и он становится больше, вполне возможно, потом превращается, разгорается в какое-то очень красивое драконье пламя. Вообще вы очень интересные люди по третьему варианту, потому что я с вами говорю очень поэтично. Так, знаете, немножко торжественно и преисполнено даже. Это, знаете, я недавно проходила тест на архетипы. Опять, да, все новое, хорошо забытое старое по Пирсон Марк архетипы, если помните, 12 архетипов, путь героя, там вот это герой, славный малый и так далее. В свое время просто заюзали хвосты в гриву, да, все представители маркетинга, потому что выстраивали личный бренд по архетипам. Я тоже, знаете, когда-то на это велась, вообще мне тут тоже говорили: Аня, качай мага, там, условно. Вот, и я прям была очень недовольна результатами, потому что мне вообще показывает самое большое соотношение, это, значит, короче, шут и мудрец. Шут и мудрец. А у вас явно какой-то правитель, потому что очень мощные энергии. Но немножко подавленный. Вам нужно выйти в этого правителя 100%. Ну такой вы, слушайте, я шут и мудрец. Блин, я ж нарцисс. А там такого нет архетипа. А тут такого, извините, мне нет. А если нет, значит мы напишем сами. Окей. Окей, мои прекрасные правители. Тут такое ощущение, что чуть-чуть вы корону уже наденете. А вы этого боитесь сильно. Я когда туда смотрю, когда вы в короне, кашлять внутренне начинаю, потому что мне прям хочется закашляться. Мне нормально все. Мне не надо кашлять сейчас. Но очень сильно хочется. И я так понимаю, что это подавленная вишутха, которая является, опять же, центром нашей творческой энергии, да, и у вас выход получается вот в вашу личную корону через творчество. Представляете? Через творческие проекты. И вы, конечно, ощущение, что прям не хотите туда смотреть. Ладно. Подавленный творец, наверное, да, немножко? Да, скорее всего. Знаете, почему еще? Потому что вы чего-то страстно хотели, это не сбылось. Вы перестали верить в свою творческую силу, да, в свои желания, в том, что желания исполняются. И такое ощущение, что вот недавно как будто еще очередной откат получили, да, что-то, скорее всего, загадывали, оно не случилось. Это как у меня девчонки крутили вихри на деньги, ну, и, собственно, сбылось в малом как бы количестве, потому что оно немножко не так работает. Хотя, могу сказать, что, знаете, и работает. Работает. Ну вот, просто, видимо, у всех индивидуальные настройки. Окей. У богов, знаете ли, вообще стрёмно просить деньги, они вообще не про это. На самом деле был такой опыт. Ходила, короче, я просила. Не просила ни деньги, но что-то тоже приземленное такое. А отношеньки, наверное, да, чтобы у меня там развернулись, как мне надо было. И мне такие, короче, говорят: слушай, ну что ты это пришла, говорит, иди бери. Я такая: как? Я же живой человек, у меня же не получается. Вот, понимаете? Ну, опять же, из опыта лучше все-таки со стихиями работать на исполнение желаний, которые связаны с какой-то материей, не с очень высокими существами. Немножко не про это. Да. Со стихиями проще договориться, то есть с духами стихий, понятно, мы с самими стихиями не договариваемся. Вот духи стихий, да.
Ну вот, видимо, если я вам рассказываю, значит, у вас, да, жива эта божья искра. Ладно, ну мы же смотрим, что от вас скрыто. Хотя, в принципе, мне знаете, что про вас говорят? Ты все достаточно сказала уже, потому что вот, скрытый ресурс, который вы все не берете, потому что фокусируетесь на разбитом сердечке своем, на том, что у вас что-то не получается, где-то вы хотите уйти, слиться, да пожалеть себя лишний раз. Но, ребята, вам нельзя, потому что, видимо, какая-то очередная пещера Аладдина перед вами. Вот вы этот Аладдин, но пока не знаете, да, как же там пробраться в эту пещеру. Ну ладно, окей. Самое главное, что мы не заканчиваем, ничего у нас не завершается, мы получаем какие-то новые скиллы, доступы, а нам покровительствуют, если вы в это верите. Смотрите, либо кто-то из богинь, да, потому что это женское феминное начало. А если вы у меня топите за православие, допустим, там христианство и так далее, какой-то вот ортодоксальный эгрегор, то вполне может быть, что, допустим, в христианстве вам, допустим, Богородица, да, покровительствует. Вот есть такое ощущение, что вы под покровом, под защитой. Опять же, если у меня про язычество, кто-то вот из богинь. Ну, наверное, это все-таки зимнее время, потому что это их сейчас время, да, если мы рассматриваем колесо года. Потому что в ортодоксальных эгрегорах, знаете, Мария может покровительствовать 24/7. А что касается богов и богинь, которые связаны с изменением, да, там времен года, вот у каждого свое время. Да, то есть странно взывать, например, там, к Марии, да, если ты там, допустим, находишься летом, когда там Ярила, Лель и прочее. Я делюсь познаниями, я тут сходила на театральную постановку. Ладно. Окей. Деньги. Давайте смотреть, что скрыто в деньгах. Слушайте, с одной стороны, конечно, классная карта, а с другой стороны, очень часто шестерку мечей я могу читать как сценарий, да, опять же, который что-то перекрывает, вполне возможно, что он родовой. И где-то нужен какой-то откуп, может быть, даже родовой системе. Сейчас посмотрим, да, шестерка мечей. Может быть, кто-то из нашей родовой системы смотрит на нас и вот прям нуждается, да, в нашей помощи, при этом человек гордо не попросит, но при этом есть в этом всем нужда. Потому что, как вот должок какой-то есть все же. Но я уж не знаю, как бы физически, кармически, вы там сами разберетесь. Но вот какой-то рост пока перекрыт, да? Да, какой-то рост перекрыт. Да вы знаете, есть ощущение, опять же, если вы скорбите, да, потому что не случилось, и это связано действительно с каким-то королем Пентаклей, может, ваш бывший, да, может, еще что-то, то мы как бы туда же очень много энергии направляем, тем самым сами себе что-то, да, пережигаем, да, финансовый канал. Сейчас я еще немножко вашего короля Пентаклей посмотрю. Смотрите, девчонки мои, ушел мужик, забрал какие-то права, в том числе на деньги, как будто, смотрите, прям с собой что-то, как вот, я не люблю слово украл, оно гадкое, но ощущение, что он что-то забрал не по праву, да, и вы как будто прям пытаетесь туда за ним, да, и вернуть свое, но это сделать крайне сложно. Ну, такое ощущение, что у вас что-то забрали, да, забрали что-то ценное. Как будто вор что-то забрал ваше, но его крайне сложно поймать, потому что даже непонятно, где он сейчас находится, и вы просто вот, да, рот разинули, стоите, а добро угнали. Вот какая-то такая история. А добро угнали. Вы туда смотрите. Хорошо. Что вам нужно делать? Давайте так вот в этой ситуации. Что от вас скрыто. Так, шестерка пентаклей, десятка мечей. Вам почему-то кажется, что у вас на что-то нет сил.
да? Знаете, вот есть такая магическая, наверное, да, магическая практика, как возврат прав, может быть, возврат судьбы, может, еще что-то. Потому что, смотрите, такое ощущение, что кто-то прям забрал у вас права. Вот что вот у вас скрыто, так интересно. Я не знаю, может быть, это права на жизнь, действительно. Может, это правда какие-то физические документы, которые связаны с деньгами, да. Может быть, кто-то, если вы разводитесь, пытается вас без денег оставить. Вот что-то вот такая ситуация, которая от вас вот скрыта, у вас хотят забрать ваши. Или, соответственно, если ситуация уже случилась, это говорит о том, что человек ушел и забрал как будто вот финансовый канал. Вот девчонка приходит на консультации, рассказывает мне, что я зарабатываю там в 5-6 раз больше, да, когда у меня, значит, бабочка в животе, и когда вот я такая вся мужчина заряжена. То есть мне, значит, мужчина через свою сексуальную энергию, жизненную энергию, да, передает вот это все через либидо, и ну, вот я прям очень круто расту в деньгах. И я хочу сказать, что это как раз зацикленность, и, как правило, мужчина будет из жизни уходить, что ты просто научилась рассчитывать на себя, да, создала внутри себя этот источник, ровно такой же, эти все бабочки, и тогда вот не будет ситуации зацикливания. Вот что-то такое, смотри, ушел и забрал, да. Унес твое сердечко с собой, только это не сердечко, это именно какая-то пентаклевая история. Хорошо, давай смотреть, что у нас с тобой про любовную любовь. Что от тебя скрыто здесь? Да что ж такое-то? Ну вот я почему-то здесь хочу посчитать, что это какой-то нож в спину. Извини, это не семерка мечей, но эта карта, знаешь, она также выпадала на предыдущий вариант, но там другие энергии были. Ну, это правда нож в спину, смотри, да, бывший, короче, который просто такое ощущение, что тебя воткнул нож в спину, еще просто забрал какие-то ресурсы. Так, и что от тебя скрыто? Вот сейчас эта кара небесная нахлобучит мужика или что? Да, слушай, кстати, такое ощущение, что, правда, ему карма могла ударить по башке. Да, карма могла ударить. Но все равно, слушай, у тебя какой-то канал прям с ним есть. Ой, тут начинается какой-то духовный замес, я такой ненавижу, потому что я же вот хочу все прям вот так вот по полкам. Мне говорят, типа, что он кармический учитель. И я такая, ну а чё, собственно? Я же, знаешь, как начинаю прям торговаться с этой небесной канцелярией, потому что, ну а чё, в чем, говорю, польза-то практическая? Ну что, я вот сейчас скажу, что он кармический учитель. Я говорю, ну вы же так как бы все люди, что и так все понимают. Но мне, знаете, что говорят, короче, что вы типа это отдаете какой-то долг кармический, что ли. То есть, смотрите, если у вас правда ситуация, что он что-то забрал, там, либо финансово, либо еще что-то, говорят же, да, прекрасная нация, спасибо, боженька, что взял деньгами. Может, это об этом? Что вы что-то должны были? Ну, давайте так, это, за что расплатились, давайте посмотрим. Короче, восьмерка пентаклей, паш мечей. Так странная какая-то история, короче. Как будто, я не знаю, сейчас или потом, как будто вы когда-то отвергли, смотрите, да, того, кто вас сильно прям любил. И кто эмоционально прям сильно вкладывался. Вот, видишь? Такая это, немножко замерзшая, да? Замерзшая, короче, у тебя любовь была. Почему-то мне идет фраза «замерзшая беременность». Смотри, тут у тебя от кого-то вполне возможно мог быть ребенок. Этого ребенка точно нет. Но он как будто должен быть. И вот этот мужчина вроде как уходит из твоей жизни и вроде как уносит нерожденного ребенка. Это вот какая-то очень странная ситуация. Я, знаешь, тоже буду заканчивать, потому что мне сейчас это опять в состоянии потока выкинет в какие-то, знаешь, это прям какие-то... Это, я, короче, чью-то личную историю сейчас рассказываю. Понятно, что мы сейчас с тобой не про похищение ребенка говорим.
Ну, знаешь, я, наверное, почитаю все же, что... Подожди, давай сейчас мы разберемся, что за детская энергия, и почему дети, и почему деньги. Дети, деньги, алименты, что ли, какие-то? Дети, деньги, алименты. Подожди. Давай так, вот он, значит, собирается что-то, да, давай так, что-то, деньги забрать, да? То есть это уже было в твоей жизни? Такое ощущение, что постоянно как будто тебя обделяет, может быть, в финансах. Вот так вот. Вот как будто это постоянное действие. Видишь, по рыцарю пентаклей, шестерка жезлов. То есть, может быть, кто-то какую-то кубышечку, собственно, да, от тебя хранит и прячет. Ну, к примеру, смотри, там муж, там, допустим, ты знаешь только его там белую зарплату, а у него, например, есть заначки какие-нибудь, да, вот, они есть, и, в принципе, он бы мог этим делиться, но он как будто тебя разбаловать не хочет, да, то есть он такой вот, знаешь, прям как-то минимально вкладывается вот это все, видишь, да, рыцарь пентаклей, как бы шестерка жезлов. То есть нет, ну, смотри, как бы вот нет возможности, да, как-то финансово либо позволять себе больше. Но это я, опять же, для тех читаю, у кого действительно какая-то семейная история. Ну, на самом деле есть, да. И все, бытовуха пошла, все, я вернулась на землю, всем спасибо большое, заземлилась. Короче, смотрите, девочки мои, если мы с вами без всяких кармических долгов, вообще практичные приземленные ситуации, это заначка, что-то скрывает, ну реально заначка, ну не знаю, посмотрите в этих сливных бачках, я уж не знаю вообще, да, есть такое, что прям заныканная сумма денег от вас. Может, человек, знаете, копит на отдельный счет, что-то складывает. Вы вообще про это не знаете, да? То есть, если вы что-то попросите, он скажет, что денег нет. Они на самом деле есть. Они реально есть. А шестерка мечей, знаете чего? Действительно, это может быть либо на счетах родителей, вот так вот, да, либо это левые карты, про которые вы не знаете. Вот такое, правда, может быть. А почему он так делает? То, что говорит, это мое, да, девятка. Он при этом достаточно давно, вот, девятка жезлов, королева чаш. Десятка жезлов. Ну, давайте так вот, правда, могли бы жить лучше, как-то проще, может быть, больше себе позволяли бы. Но здесь, давайте по-честному, вот если бы была у вашего человека другая бы женщина, вот там бы она бы его, конечно, крутила максимально, и он бы находил. Поскольку вы в такой десятке жезлов, оно, знаете ли, как-то у нас его не стимулирует совсем. Его не стимулирует. Ну вот, видишь, какой-то вот момент, да, приземленный. Слушайте, опять, если ситуация касается развода, то человек просто пытается что-то выкружить, да, либо там, если общение с ребенком, то это какие-то минимальные алименты. А если, соответственно, это какое-то содержание, то опять же минимальное, но у него есть деньги. У него, правда, есть деньги, ну, как бы карты это показывают. Но такое ощущение, что эти деньги как будто идут на сторону куда-то. Хорошо. Но мы карту здоровья не открыли, что от вас скрыто. Да как бы даже не чья-то беременность, знаете. Как бы даже не чья-то беременность, но, в принципе, я же вашу, как бы хочу смотреть. Туз чаш, десятка чаш. Кстати, девчонки, если действительно активная интимная жизнь у вас, правда, прям хороший такой риск беременности, и по карте сила такое ощущение, что прям хочется внутри очень сильно этого всего. Ну, то есть, как бы давайте так, вот я же вам рассказывала, да, о том, как вот я чувствую, что там какая-то ситуация с ребенком связана, но он нерожденный. Вот ощущение, что он родиться должен, может быть, конечно, там другой партнер уже, что-то такое. То есть с точки зрения высшей силы, это прям такой сильный, мощный кармический замес, да. Может быть, в то время как-то это было все не вовремя, а сейчас это все возвращается, потому что, скорее всего, это ваш какой-то прям внутренний призыв, может быть, внутреннее желание. Ну, тут правда риск беременности, серьезно, да, просто потерять голову там друг от друга. Посмотри. Колесница, паж пентаклей.
Десница, паш пентаклей. Тут вот и смотри, я еще как бы кое-что вижу, но давайте так, это прям минимальный процент, но это имеет место быть. А это знаете про что? Это про то, что если вы там что-то можете подозревать, что ваш человек там вам не очень верен, в принципе, наверное, есть в этом смысл, потому что здесь прям показывают какие-то подарки на сторону. Вот это прям активно показывает. Активно показывает. При этом у вас риск беременности. Я же не знаю, от него там, от другого. Потому что, в принципе, вот здесь вот по третьему варианту я по большей части, наверное, буду рассматривать больше либо семейную пару, либо людей, которые состоят в отношениях, при этом у них есть уже какие-то обязательства, да, там дети, может быть, материальные какие-то обязательства, потому что вот то, что вот разворачивается, оно и между небом, ну, короче, и на небе, и на земле. То есть у нас есть какой-то духовный смысл происходящего, нам типа говорят, типа, ну, сильно не лезь и не осуждай, потому что они духовные уроки проходят. С другой стороны, я не могу понять, от кого же вы, в общем, не родили ребенка. Это я не вижу, чтобы это был аборт, правда. Такое ощущение, что, я не знаю, может, правда, замерзшая беременность. Знаете, может, просто импульс, что я хочу, там, допустим, от этого человека ребенка, а тут что-то не случилось, короче, не срослось. А ментально вы как будто заронили, знаете, зерно, что вы там беременны от этого человека. Могли бы быть или можете, вот что-то такое. Интересно, конечно. Ну, при условии, что вы, допустим, хотели там забеременеть от любовника, а живете в семье. Это было бы весьма бы странно. В семье, если вы живете, то не очень живете, потому что здесь, правда, муж экономит. Ну, то есть, как бы он мог бы не экономить, но вот как-то не сильно это вкладывается. Есть ощущение, что как будто, может быть, счета какие-то есть, да? Или что-то вот кому-то на сторону, я не знаю, может быть, своим родственникам больше, чем вам. Потому что денежки как будто от вас утекают. То есть они могли бы к вам, но почему-то это не идут на сторону. Опять же, если вы можете бывшего смотреть, то там, допустим, если у вас какое-то содержание или там дети общие, может говорить там, что денег нет на алименты, но при этом там своей новой жене там, покупать какие-то дорогие подарки. То есть очень такой интересный расклад. Потому что он и про бытовые сферы, короче, какие-то мне кармические уроки показывает. Правда, кстати, очень много чего скрыто. Очень много чего скрыто. И, кстати, тайное прям станет явным. Вот та тайна, да, которая достаточно давно была, вот по 8 Пентаклей, ее прям такое ощущение, что несколько человек от вас скрывают. Чьи это связи, да? Как будто сообщники там есть, которые вам не говорят. Угу. Да, но как бы перевернутая луна, вы все узнаете. Это, вы знаете, какая связь? Она не то чтобы серьезная, это человек мог там, не знаю, в баре, в клубе там познакомиться, да, 5 пентаклей, 7 чаш. В общем, какая-то низкочастотная история, по пьяни там могло быть. Ну, вот что-то такое. Какая-то такая история непонятная. Да, троечки, конечно, удивили. Но у меня, знаете, что за ощущение, что вот здесь вот вы это все знаете, поэтому сердечко разбито, и как бы взять ресурс, нужно просто выйти из этой всей ситуации. Далее как-то вы можете что-то здесь подозревать, разочароваться, да, в мужчине, который, опять же, вам казалось, что ваш император, потому что начинают всплывать какие-то подробности, которые явно нелицеприятны, и, конечно, по этому поводу переживаете. Слушайте, сильно не переживайте, потому что, правда, многое нужно пройти, а потом вы просто с достоинством, да, понимаете, что вы в своей силе, да, принятой силе. Но это не с надрывом, я сильная женщина, я стала такой, потому что мужчины все козлы вокруг. А именно с достоинством. Хотите совет, девочки? Прям совет по 3 варианту из потока идет. Поменяйте парфюм на что-то теплое, царственное, да? Потому что вам нужно прям поменять энергетику. Из 5 пентаклей прям вырулить, ну, я не знаю, хотя бы в 9 пентаклей, хотя бы, да? А энергия императрицы что-то вообще на вас не выпадает. Потеряли вы немножко, значит, так прям рассоздали себя в этой всей ситуации.
Немножко достоинства даже потеряли. Поменяйте парфюм. Посмотрите, что будет происходить. Немножко бытовой магии от нейроведьмы. Все, с вами была я. Встретимся на других раскладах. Провели сегодня с вами, да, расследование. Принимайте хорошее, не принимайте плохое. До новых встреч!